Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на сентябрь 2024 года. Оцениваем, какие события наиболее вероятно отыграются в течение этого периода, на что стоит обратить внимание и в целом, какие энергии будут преобладать в сентябре 2024 года. Настраивайтесь, в первую очередь настраивайтесь на визуальный ряд, так как помимо того, что я вам озвучиваю, по визуальному ряду идет вам дополнительно своя информация. Итак, приступим. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Надеюсь, вам арканы хорошо видны, поэтому давайте приступать. Итак, основные энергии месяца у вас ложится паж чаш. На самом деле прекрасный аркан, потому что это аркан воодушевления. Это ситуация, когда душа поет, когда в душе весна, несмотря на то, что наступила осень. То есть это момент радости, общения, в какой-то степени творческого порыва души, влюбленности, общения с друзьями, радостного взаимодействия с детьми, радость за их успехи или, допустим, за успехи ваших внуков. Паж чаш, он всегда раскрывает, знаете, такую вот эмоциональную нотку, а именно ваш потенциал какой-то вот душевной такой радости. Сейчас хочу раскрыть колоду, посмотреть, в каком ключе именно прозвучит эта карта. И здесь по четверке чаш. А у многих как раз идет выход из состояния апатии, хандры или тоски, или ситуации, когда вы цохали, чахли, не знаю, были раздражены, не видели ни вкуса жизни. Потому что, видите, вот сможете выйти из этого периода. Опять же, что такое четверка чаш? Когда некоторые не видят потенциала, мотива, ничего не радует, не балует, то здесь появится такая возможность. Смотрим с вами вопросы работы. По работе здесь ложится король мечей. Безусловно, аркан у нас указывает на мужчину воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, который может оказывать прямое влияние на вашу деятельность, на вашу карьеру, на развитие каких-то возможностей по работе. Будем с вами раскрывать и смотреть, что здесь по факту. Для тех, кто у нас не работает, король мечей и аркан влюбленный может показывать ситуацию, что вы можете находиться на финансовом попечительстве вашего партнера. И еще такой момент, или знаете, как появится человек, который поддержит, поможет, воодушевит вам что-то начать. Особенно, если это касается ниши творческого, либо интеллектуального труда, интеллектуальной деятельности. То все будет очень хорошо действительно получаться. Как помощь, поддержка, может быть даже кооперация с кем-то, но вам это идет в плюс. Если вы у нас соискатель, король мечей и тройка жезлов. Опять же, сарафанное радио, протекция друзей или ваших знакомых позволит здесь обрести трудоустройство. Потому что тройка жезлов, все, вы стоите на берегу, как следствие идут новые возможности, перспективы развития. А здесь, как мы видим, за счет социализации, новая группа людей, новый коллектив, в который вы будете вливаться. Если вы у нас являетесь наемным сотрудником, то здесь по рыцарю жезлов. Это ваша активность, это раскрытие потенциала, это напор. Это ситуация, когда, да, в отношении вас могут проводиться какие-либо проверки на качество ваших знаний, на квалификацию, на то, как вы выполняете в срок объем работ. Это делается с целью для того, чтобы присмотреться, стоит ли, допустим, вас продвигать, стоит ли давать вам новые проекты или увеличивать заработную плату. Поэтому здесь в рамках этого месяца будьте начеку. Так, ситуация для тех, кто владеет собственным делом. И здесь по четверке жезлов карта праздника, радости, процветания, сбор урожая. Не зря так называют этот аркан. Поэтому воспользуйтесь этой уникальной возможностью. Здесь, кстати, у кого-то, если на сентябрь попадает дата открытия вашего предприятия или вашей фирмы, вы можете праздновать совместно с вашими коллегами, партнерами, подрядчиками. То есть на такой торжественной ноте может пройти весь месяц. Вопросы финансов. И здесь, как мы видим, у нас ложится король жезлов. По королю жезлов это влияние мужчины огненной стихии, овен, лев или стрелец на ваш финансовый потенциал, на рост доходов. И если, скажем так, откинуть влияние этого человека, то это ваши амбиции, которые вас будут заставлять двигаться, зарабатывать больше, действовать активнее. Все для того, чтобы вы процветали. Поэтому здесь сентябрь даст новые возможности и идеи для заработка.
Здоровье. Так, а вот по здоровью мне здесь не нравится ситуация. Давайте уточним с вами десятку мечей, о чем идет речь. И здесь ложится пятерка чаш. Ну, в большей степени у кого-то это эмоциональный раздрай. В особенности, если вы, ну, всякое может быть, переживали какие-то трагедию, например, там потеря питомца, или, может быть, какого-то знакомого, который был близок вашей душе, то десятка мечей, пятерка чаш — это затянувшееся такое вот состояние скорби, горечи, когда ничего не радует, ничего не хочется, и сами себя можете довести до какого-то самоистязания. Потому что здесь тот факт, когда летит психосоматика. Поэтому вот паш чаш наконец указывает, что будут какие-то положительные, позитивные аспекты, которые вам помогут выйти из этого состояния застоя. Вот специально раскрывающую колоду здесь ложится у нас рыцарь чаш. То есть ситуация налаживается. Это самое важное. Личная жизнь по четверке монет. Ну, я бы сказала так, знаете, как без изменений, потому что вы правдами и неправдами хватаетесь за то состояние, которое у вас сейчас есть, которым вы обладаете. Оценим эту ситуацию, эту сферу для тех, кто у нас сейчас свободен. И здесь четверка монет и девятка жезлов — это быть закрытым от социальных связей, не потому что вы не хотите отношений, а, скажу так, не готовы внутренне, эмоционально, ментально. То есть общение здесь может быть, но выстраивать с кем-то пока стабильные союзы не намерены. Вот знаете, как нет в вашем окружении тех лиц, за которых хотелось бы так ухватиться. Поэтому вы будете очень ценить и дорожить своей свободой. И если вы у нас в любовных треугольниках, то четверка монет и король монет — это желание удержать формат стабильных отношений. То есть неважно, будь то там любовник, любовница, супруг или супруга, правдами и неправдами сохранить союз и оставить все как есть. Потому что на данном этапе вы не готовы менять какие-то решения, принимать какие-то важные для вас решения. Желание оставить все как есть. Если вы у нас находитесь в стабильных союзах, то четверка монет и восьмерка мечей — это как окутать, связать, удержать партнера или партнершу. Но, кстати, такие действия могут быть и в отношении вас. Это, знаете, как туда не ходи, коротко не носи, с теми не общайся, там с друзьями на футбол не езди. Ну, то есть какие-то ограничения, которые в отношении вас могут озвучивать ваши партнеры или партнерши. Ну, кому-то в радость, кому-то в тягость, у каждого будет по-разному, но таково развитие вещей имеет место быть. Совет по ситуации. Девятка монет. Ну, во-первых, аркан прекрасен сам по себе тем, что указывает на возможность увеличения вашего дохода, но и сразу же тут рекомендация. Это, знаете, как грамотно им распорядиться. А именно, инвестировать, вложить, может быть, инвестировать в себя, в свое здоровье, в свое, так сказать, процветание или в свое дело, в свое детище, потому что девятка монет — это... знаете, как не просто какие-то траты, распыляться непонятно на что, а то, что как превозносит ваш имидж, вашу стабильность, ваш потенциал, вашу социальную значимость. Ну и, конечно же, это рост вашей самооценки, потому что девятка монет — это в какой-то степени полюбить самих себя. Это жизнь в райском саду, понять, что вы достойны большего или лучшего, и к этому стремиться. Оценим неожиданность периода. Что здесь? Каковым будет месяц? Так... Собака, тучи, книга, дно, колода, ребенок. Итак, здесь, как я говорила, могут быть какие-то переживания в отношении коллеги или друга, причем, видите, которые вы держите в себе, которые закрыты. И сложно эту ситуацию отпустить. Но аркан дурак — это все равно идти в новые энергии, в новые начинания. Дальше, это в целом переживать, если вы входите в новый социум, в новый круг общения, новый коллектив, или там вы пошли на тренировки групповые, и у вас там новые знакомые. То есть как наладить контакт, как наладить общение, как найти какую-то общую коммуникацию. Так вот, здесь зря переживаете, все сложится само собой, не концентрируйтесь на негативе, тучи рассеиваются, светит ярко солнце. И самое главное, книга. Она закрыта, знаете, она призывает вас к тому, что не держите в себе какие-то негативные моменты или переживания. Лучше их выплеснуть наружу. Если это касается какой-то тайной, секретной информации, тогда это иной момент. Ну, а если это просто, когда вам нужно с кем-то поделиться тем, что у вас накопилось, наболело, то обязательно это нужно открыть вовне. Вот такой месяц. Закрываем с вами только все в положительном, в позитивном ключе. От вас жду обратной связи.
по прошествии периода, как отыграется данный расклад и эта информация, как она для вас прозвучит. Поэтому не забывайте писать комментарии. Если видео понравилось, ставьте лайк, делитесь им с друзьями. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!